Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 3 мая. Поговорим о великом церковном празднике, что обязательно нужно сделать, почему сегодня день окликания предков и на что вам обязательно стоит обратить внимание. Итак, друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии, друзья, напишите слово «успех», и пусть он придет к вам незамедлительно. Также хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, друзья. Вот очень-очень приятно. Итак, друзья, 3 мая, и у нас с вами в церковном календаре проходит Страстная неделя. И 3 мая у нас с вами Великая Пятница. Этот день считается самым скорбным в церковном календаре, так как в этот день произошло распятие Иисуса Христа. Великая Пятница символизирует пик страданий Иисуса Христа и его жертву за грехи человечества, а также отражает глубокую духовную связь с верующими людьми. На протяжении веков в различных культурах сложились уникальные традиции и поверья, связанные с этим днем. Например, существует то, что зерно, посеянное в Великую Пятницу, не подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий, такие как ветер, дождь или град. Это связано с восприятием этого дня как момента особого взаимодействия человека с природными силами. Также утверждали, что горох, посеянный на Великую Пятницу, будет хорошим урожаем. Это говорит о глубокой связи аграрных традиций с религиозными праздниками, подчеркивающей связь земледелия с божественным благословением. Также существуют народные приметы, например, в то, что пост в этот день оберегает от неприятностей и разбойников. Это подчеркивает важность духовной чистоты и самоограничения, которые являются ключевыми в понимании сути Страстной Пятницы. В некоторых славянских традициях существует обычай умываться или даже купаться в речной воде до рассвета в Великую Пятницу. Считается, что это приносит здоровье. Эти действия не только физически очищают тело, но и имеют глубокий духовный смысл, который связан с обновлением и подготовкой к встрече самого важного христианского праздника Пасхи. В этот день запрещается заниматься многими видами деятельности, такими как мытье, стрижка, уборка, шитье, стирка, вязание и даже посадка растений. Эти запреты символизируют уважение и почтение к святости дня, подчеркивающие необходимость избегать занятий, которые отвлекают от размышлений о жертве Иисуса Христа. Воздержание от развлечений и интимных отношений также рекомендуется в этот день, подчеркивая важность духовного самосозерцания и уединения. Однако в традициях есть и положительные моменты. Например, можно выпекать хлеб, который по народным приметам долго не будет заплесневать и будет обладать целительными свойствами для членов семьи. Именно эти обычаи и традиции отражают глубокую связь между верой, общественными нормами и природой, демонстрируя как религиозные представления о сакральности и святости, а также влияют на повседневную жизнь. Страстная неделя и Великая Пятница являются ярким примером того, как религия формирует культурные и социальные практики, подчеркивая важность подготовки к Пасхе не только через страдания, но и через возрождение духовных и физических сил. Также православная церковь 3 мая почитает преподобного Феодора Трихина. Преподобный Феодор Трихина является одним из выдающихся фигур в истории православной церкви. Его жизнь и аскетический подвиг занимают важное место в духовном наследии христианства. Родившись в Константинополе, Феодор был сыном обеспеченных родителей, что давало ему перспективы для благополучной и комфортной жизни в светских кругах. Однако, вопреки ожиданиям и общественным нормам того времени, он сделал радикальный выбор в пользу духовного поиска и аскезы.
Отказавшись от светской жизни и материального благополучия, Феодор ушел в пустынный монастырь. Там он полностью посвятил себя религиозной жизни, практикуя строгие аскетические упражнения, такие как пост и непрерывная молитва. Эти практики были направлены на достижение духовной чистоты и близости к Богу. Жизнь Феодора в монастыре отличалась крайними формами самоограничения. Он носил одежду, сделанную из волосяницы. Это грубая ткань, изготовленная из волоса или шерсти животных. Это было не только физическим, но и символическим актом, демонстрирующим его полное отречение от удобств и комфорта мирской жизни. Власеничная одежда вызывала раздражение и дискомфорт, но, по словам Феодора, это помогало наоборот укрепить дух и сосредоточиться на духовных практиках. За ношение такой одежды Феодор получил прозвище Трихин, что в переводе с греческого означает «волос». Этот псевдоним подчеркивал его отличительный аскетизм и уникальный путь в духовной практике. Жизнь Феодора Трихина, полное лишение и самопожертвования, стала примером для многих последователей и источником вдохновения для верующих на протяжении веков. Конкретные годы жизни Феодора Трихина не установлены, и предполагается, что он мог жить в период между именно IX и XI веками. Этот широкий временный диапазон указывает на то, что точные даты его жизни и смерти остаются предметом исторических дискуссий и исследований. Несмотря на это, духовное наследие Феодора продолжает оставаться актуальным, подчеркивая вечные ценности аскезы, самоотречения и стремление к духовному совершенству в христианской традиции. Почитание преподобного Феодора Трихина 3 мая служит напоминанием о его жизни и учениях, а также о том, как важно для современных христиан сохранять и приумножать духовные практики, которые уходят корнями в глубину веков. Этот день является возможностью для верующих вспомнить о значении аскетической жизни и о том, как важно в современном мире сохранять верность духовным идеалам, выраженным в жизни святых отцов. 3 мая в народном календаре отмечается День окликания предков, который является значимым событием в народном календаре славян наряду с такими днями, как Радоница и Вселенская родительская суббота. Этот день посвящен памяти усопших и предполагает особое взаимодействие между миром живых и мертвых. Считается, что в этот день границы между мирами становятся настолько тонкими, что остается всего одна преграда, которую можно преодолеть с помощью особого ритуала. С древних времен у славян был обычай не просто поминать усопших, но и активно их окликать. Для этого использовались громкие причитания, которые проводились на кладбищах, где люди, придя на могилы своих предков, громко звали их, обращаясь к ним с призывами: «Встань, пробудись, погляди на своих детишек, выглянь на нас, сирот, из своих домиков, да потешься словом ласковым». Эти слова выражали глубокую надежду на то, что души усопших, тоскующие по земной жизни, откликнутся на призыв и придут навестить своих живых родственников. Традиции этого дня включали также поход в церковь утром, где верующие зажигали свечи в память о покойных, что символизировало молитву за их души. После визита в церковь происходил поход на кладбище, который и сопровождался обрядами памяти и окликания. Дома также поддерживали традицию поминовения. Зажигали свечи возле икон, создавая атмосферу уединения и молитвы. Помимо этого, особое внимание уделялось приготовлению пира. На столе, который обязательно накрывался белой скатертью, как символ чистоты и светлости, должны были присутствовать изобильные блюда, включая кутю и кисель, которые считались традиционными поклонными угощениями для душ усопших. Верили, что души питаются не самой пищей, а паром от горячих блюд. Пиршество, устроенное в этот день, имело не только памятный, но и защитный характер, так как считалось, что обильный стол может порадовать души умерших и обеспечить благополучие дома. Однако важной частью традиции было убеждение, что душа усопшего должна покинуть дом до полуночи, чтобы в следующем году не принести неприятностей живым.
Завершение этого дня символизировалось дуновением ветра, что рассматривалось как знак того, что душа успешно отправилась на небеса. Этот момент подчеркивал завершение обряда и возвращение к обыденной жизни до следующего дня окликания предков. День окликания предков – это особенное время в народном календаре, когда соблюдались различные традиции и обряды, направленные на уважение и поминовение усопших. Этот день окутан атмосферой глубокого уважения к прошлому и к предкам, что выражается в ряде табу и ограничений, которые следует все-таки строго соблюдать. Какие же были запреты в день окликания предков? Традиционно считается, что утренние часы должны быть посвящены подготовке поминального стола и молитвам, а не земным делам. Работа в первой половине дня воспринимается как неуважение к памяти предков. Считается, что поминание усопших с использованием алкоголя может навредить как душам покойным, так и здоровью живым. Вместо этого рекомендуется использовать традиционные блюда и напитки, которые не вызывают ассоциации с разгулом или беспорядочностью. В этот день особенно важно проявлять сострадание и доброту. Существует поверье, что отказ нуждающимся в помощи может привести к неблагоприятным последствиям для отказывающего, вплоть до риска самому оказаться в нужде. Именины, свадьбы и другие радостные события в этот день считаются неподходящими. Любое веселье или празднование может рассматриваться сегодня как неуважение к памяти усопших и привести к нежелательным последствиям, вплоть до прихода беды в дом. Радостные и шумные развлечения в поминальные дни категорически запрещены, так как это может вызвать страдания у душ усопших. Традиция требует соблюдения серьезности и сосредоточенности на поминовении. В день Федора Неводника, который совпадает с днем окликания предков, запрещено было заниматься рыбной ловлей. Считается, что в это время рыбы мечут икру, и вмешательство в этот процесс может нарушить естественный цикл природы, что рассматривается как плохой знак. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодняшний день у наших предков начинался с посещения церкви, где верующие молились преподобному Феодору Трихину, прося его о защите и покое для душ усопших родственников. Молитва в этот день направлена на то, чтобы души умерших находили упокоение и не стремились вернуться на землю, что символизировало их мирное состояние в загробном мире. После церковной службы традиционно следует поход на кладбище. Это время для того, чтобы помянуть усопших, украсить их могилы цветами и символически угостить их принесенными пищевыми дарами. Важную роль в этом процессе играли пожилые женщины, которые, согласно традиции, должны первыми были войти на кладбище и начать окликание предков. Это особый способ призыва душ умерших, чтобы они могли почувствовать заботу живых. Поминальный стол был быть обильным и разнообразным, что символизировало достаток и благосостояние семьи. Трапеза начиналась с 3 ложек киселя, традиционного блюда, который символизировал гостеприимство и уважение к душе усопшего, как к дорогому гостю. Богатый стол не только утоляет голод участников поминальной трапезы, но и демонстрирует усопшим, что они могут не беспокоиться о благополучии своих потомков. По завершении трапезы к полуночи принято было выпровождать души усопших. В этот момент хозяин дома должен выйти на порог и символически проводить душу усопшего, благодаря ее за визит и тем самым выражая надежду на ее мирное пребывание в загробном мире. Считается, что легкий вечерний ветерок говорит о том, что душа благополучно покинула земные просторы и отправилась в мир иной. Что же нельзя было делать 3 мая по народным приметам, традициям и обрядам этого дня? Итак, друзья, на первом месте в списке запретов этого дня стоит забвение умерших родственников. Считается, что необходимо активно помнить и чтить память усопших, иначе они могут прийти во сне, напоминая о своем существовании страшными снами. Чтобы удовлетворить эту потребность душ усопших, рекомендуется посетить кладбище, убрать на могилах, возложить цветы и раздать милостыню в виде конфет и печенья.
Также День Фёдора был связан с запретом на рыбалку, особенно актуальным в период нереста. Считается, что нарушение этого запрета может привести к бедствию, ведь водяной по народным приметам может наказать нарушителя, утянув его на дно водоема. Этот запрет напоминает о необходимости жить в гармонии с природой и уважать ее циклы. Не менее важны и другие традиционные запреты, такие как правильное расположение столовых приборов, никаких крест-накрест, которое может символизировать смерть или беду. Передача нитки с иголкой из рук в руки также имеет свои ограничения, ведь это может сегодня привести к ссорам и недопониманию. Даже сегодня очень важно, чтобы вы не ругались, не спорили, не доказывали. Даже если вам что-то не нравится, лучше улыбнитесь и пожелайте своим близким, родным или с кем вы общаетесь всего самого наилучшего. А придет другой день, и вы обязательно поговорите и выясните все моменты. Девочки и мальчики, вот такой у нас сегодня день с вами, друзья, 3 марта по народным приметам, традициям и обрядам. Друзья, ставьте лайк этому видео, а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.